В зале окружного суда царило напряжение, едва сдерживаемое строгими стенами и холодным блеском деревянных панелей. Когда Верена, возлюбленная миллионера Клауса Штольца, в ярости ударила ногой его беременную жену Марлену, время будто застыло. Красное платье Верены, ее высокие каблуки, взметнувшиеся волосы Марлены и крик боли — все слилось в одну жуткую картину. Клаус, сидевший рядом, лишь откинулся назад и рассмеялся, наслаждаясь зрелищем, словно происходящее было всего лишь фарсом. Он даже не пытался понять, почему судья Герман Линдберг, всегда спокойный и сдержанный, внезапно сжал рукоять молотка так сильно, что побелели пальцы. Судья следил за происходящим не как посторонний наблюдатель, а как человек, которому ранят собственную плоть и кровь. Но Клаус этого не знал, что Марлена давно нашла понимание и защиту у своего отца, скрывшего свое родство от всех, чтобы сохранить беспристрастность до последнего момента. Когда порядок был восстановлен, Герман встал, и его голос прозвучал непреклонно. Он огласил решение, которое поставило точку не только в браке, но и во всей жизни самодовольного богача. За жестокое обращение, за моральный и физический вред беременной женщине, за пренебрежение обязанностями и за поощрение насилия все имущество Клауса переходило его бывшей жене. Верена попыталась подняться на защиту, но ее слова тонули в общем шуме зала. Клаус побледнел, впервые осознав, что шутка закончилась, и смех его больше никого не забавляет. Попытки обжаловать приговор оказались тщетными. 3 суда, один за другим, подтверждали законность решения. Каждый раз Клаус выходил из здания суда все более раздавленным, пока наконец не смирился с тем, что потерял все — статус, деньги, влияние и ту легкомыслие, которое он принимал за силу. Тем временем Марлена, оправляясь от пережитого, знала, что ее ребенок будет расти под защитой семьи, а не под тенью чужого высокомерия. Судья Герман Линдберг, не взявший назад ни одного слова из своего приговора, стал для нее не только хранителем справедливости, но и стойкой опорой. А Клаус Штольц и его любовница остались ни с чем, и лишь эхо их былого смеха еще долго витало в пустоте утраченного богатства. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.